Привет, друзья! Меня зовут Роман. Это канал ProWeb, ваш проводник в мире веб-разработки. В этом видео мы рассмотрим все способы подключить CSS к странице, чтобы сделать ваши сайты не только структурными, но и красивыми. Первый способ – это использовать атрибут Style. Атрибут Style у тегов позволяет добавлять к ним стилизацию, добавлять к ним красоту. Вот, например, для тега h1 я написал атрибут style и запишу туда color red. Это цвет текста. Как видите, цвет заголовка стал красным. Такой способ рабочий, но такой способ подключения стилей характеризует вас как плохого разработчика, если вы в самом HTML пишете встроенные стили. Оставим это в комментарии и пойдем дальше. Следующий способ подключить стили к вашей странице – это внутренние стили через тег style. Опять же, обратимся к тегу h1 и зададим ему текст align center, выставим текст по центру, а также свойство text transform uppercase, что сделает буквы заглавными. Как видите, такой способ работает. И в отличие от встроенных стилей, от атрибута style, писать стили через тег style допустимо. Более того, если у вас первый экран страницы, если вы хотите, чтобы первый экран вашей страницы загрузился и отрисовался во всей красе быстрее, вам нужно стили для первого экрана вашей страницы вынести в тег style и поместить в header. Это даст браузеру возможность быстрее их применить и быстрее показать во всей красе первый экран. Этим некоторые пользуются для ускорения отрисовки сайта. И третий вариант. Третий вариант – это внешние стили через внешний файл. Внешние стили подключаются через тег link, у которого атрибут rel relation style sheet. То есть мы этим показываем, что внешний файл подключается и будет иметь отношение к нашему HTML таблица стилей. Для того, чтобы подключить внешний файл, нам нужно его создать. Давайте создадим файл, назовем его style.css. Вот он у нас есть. И теперь мы можем, используя относительные пути, подключить наш файл стиль. Пока мы в нем ничего не писали, он пустой, на странице ничего не меняется. Давайте убедимся, что мы все сделали правильно и стили все-таки подключаются. Давайте для h1 мы пропишем color f00, который так, лишнее двоеточие. Будьте внимательны. Уже красный. Дальше текст align center. Вот оно по центру. И так как мы писали text transform uppercase, сделаем буквы заглавными. Теперь давайте что-то пропишем параграфу. Например, размер шрифта 20 пикселей. И цвет сделаем не черный по умолчанию, а, например, 43, 43, 43. Вот такой вот серый цвет. Как видите, через файл стили мы все тоже можем делать, что и внутри, только такое подключение является более оптимальным. Опять же, если нужно, чтобы первый экран вашей страницы отрисовался быстрее, вы можете вынести стили внутрь тега style. Если вам нужно подключить несколько файлов, такое бывает. В интернете вы можете увидеть следующую запись. Импорт. И, например, файл будет называться second CSS. Такая запись позволит вам подключить стили. Но я все же рекомендую подключать второй файл стилей через тег link. Вот так. Через импорт тоже сработает.
Но подключение через импорт медленнее, чем подключение через link. Что это значит? Если вы подключаете стили через импорт, то их загрузка и применение будет заведомо дольше, чем через link. А если вы знаете, что через импорт дольше, то зачем осознанно делать ваш сайт медленней? Зачем давать сайту возможность медленнее загружаться, если вы можете сделать быстрее? Подключение двух линков быстрее применит и загрузит стили, чем подключение через импорт. Несмотря на скорость интернета, устройства и так далее, подключение через импорт медленнее, чем подключение через линк. Давайте подведем итоги. Итак, у нас есть три способа, как заставить стили влиять на теги. Первый – это встроенный способ через атрибут style. Он будет рабочий, он будет работать, но такой способ является показателем плохого разработчика. Внутренние стили, которые пишутся внутри тега style. Применимо, допустимо и в некоторых случаях даже помогает. И третий вариант – это подключение внешнего файла через атрибут link. Это самый оптимальный вариант. Так мы разделяем HTML и CSS. Все пишется отдельно, мы не сваливаем ничего в одну кучу и работает очень-очень хорошо. И еще момент, если нужно подключить два файла, то я не рекомендую использовать или рекомендую отказаться от варианта импорт. Вариант с импортом стилей, именно импорт в CSS, замедляет загрузку и отрисовку вашей страницы. В таких случаях лучше написать два тега link. На этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был канал ProWeb. Оставайтесь с нами, будьте про. Пока.